Привет, друзья! Что может быть вкуснее, чем домашнюю свежевыпеченную выпечку? Конечно же, ничего. Поэтому для вас я приготовила очень вкусный и ароматный рецепт шарлотки с яблоками. Для нашего рецепта нам понадобится 4 яблок. 2 яблока мы будем использовать для теста, а 2 для украшения. И из них нужно убрать сердцевину, как вот здесь. Это делается с вот таким специальным инструментом, у меня его нету, поэтому в помощь идет ножик. И начинаем потихонечку вот так это все пытаться вытащить. Берите яблок, который плотный и имеет кислинку, потому что у нас шарлотка и так будет очень сладкая, а с перемеси с кислыми яблоками получится очень вкусно. Когда мы убрали сердцевину и подготовили наше яблоко для декора, мы возвращаемся к нашей яблоке, которые мы добавляем в тесто. Нам нужно их нарезать очень мелко и добавить к ним корицу и чуть-чуть рома. Только экстракта, не алкоголь. И добавляем чуть-чуть крахмала. Крахмал сделает нашу шарлотку не влажную. Возвращаемся к нашим яблокам, которые мы будем использовать для декора, те, которые убрали сердцевину. Нам нужно их нарезать кольцами, а потом полукольцами. Это можно сделать двух способов. Либо на вот такой терке, как у меня, мандолину, либо с помощью обычного ножа. Конечно, на мандолине получается намного быстрее, и опаснее. Видите, какие ломтики у нас получаются. Потом мы их возьмем с ножом, вот так разрежем, и мы будем украшать нашу шарлоточку с помощью ними. Теперь займемся тестом. Нам нужно отделить желтки от белков. Белками мы добавим сахар и сделаем такие пышные пиков. Главное тоже, чтобы ни капли желтка не попал к нашим белочкам. Когда мы взбили белки до вот такой консистенции, нам нужно добавлять желтки. Добавляем каждый один желточек по отдельности. 2. Ладно. Когда мы получили вот такая воздушная масса, мы добавляем чуть-чуть экстракта рома. Так, для аромата яблоки плюс ром это просто нечто. Хватит. Слегка вот так размешиваем, чтобы ром везде попал. И приступаем к нашим сухих продуктам. В данном случае это разрыхлитель и мука. Нам нужно это все просеять и соединить вместе с нашей яичной смесью. Пол пакетика через сито. Тут очень аккуратно и без резких движений. Вот так аккуратненько мы начинаем вмешивать нашу муку к нашей тесто. Главное, берите снизу кверху, потому что если вы не будете это делать, видите, как мука делается комком вниз и может просто испортить ваш десерт. Поэтому вниз поднимаете и смотрите. Так 100% вы найдете муку, которая спряталась. Наше тесто готово. Смотрите, какое оно воздушное. И почему не нужно резкие движения? Если вы будете мешать вот так, как будто с венчиком, все пузырьки, которые были в белке, они просто улетят, и наше тесто станет невоздушное. Время добавлять яблоки к нашему тесту. И тоже очень аккуратно мы все это замешиваем. Наше тесто готово, и нужно подготавливать нашу формочку. Нужно сделать такой метод французской рубашки. Это когда обмазываем все формы сливочным маслом, а потом застеляем мукой. При этом метод наш десерт не будет прилипать к стенкам и хорошо выйдет с нашей формы. Добавляем муку. И вот так просто стряскиваем, чтобы по всей формочке попала мука. Это и называется французская рубашка. Перекладываем наше тесто во формочки. Слегка вот так делаем, чтобы вся жидкость, все тесто распределилось, точнее, правильно по всей форме. И с помощью моего любимого пинцета начинаем нарезать яблоки.
начинаем вот так, по краям. И ведь розочки будем этого все так украшать. Наша шарлотка готова. Посмотрите, насколько она красивая, реально как настоящий цветочек. Мы ее отправляем в духовку, предварительную разогретую до 200 градусов, где-то на минут 30-35. Все зависит от вашей духовочки. Наша шарлотка готова, и я очень хочу ее попробовать, потому что аромат на кухне просто персичек. Пробуй. Это, ребята, фантастично. Если вам понравился сегодняшний рецепт, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и ждите новые видео. До встречи, ребята. Пока!